студенты после года пребывания по студенческой уже могут получить резиденцию. Также есть возможность запросить резиденцию под практики, под стажировки. Как-то это, в общем, звучит, знаешь, такой, что у тебя, аппендицит? Да приходи, я сейчас нож доточу и тебе, типа, вырежу аппендицит. Podrá ser autorizada. Когда в законе идет podrá, то есть может, это не значит, что это что-то, да, это остается на усмотрение административного органа. Кто здесь ничего не будут проверять? Давай, что ты фотошоп не знаешь? Я тебе сделаю, фотошоп приноси мне. У меня есть эти бланки, я там нафотошоплю тебе, и все нормально. Никто проверять не будет. Это ВНЖ, это резиденция цифрового кочевника. Она имеет ряд преимуществ, ее рассматривают достаточно быстро, заявлено до 20 рабочих дней, потому что это идет через организацию, это УХЭ, Unidades de Grandes Empresas. Вот здесь начинается самое интересное, потому что многие, опять же, у нас берут консультации, приходят к нам цифровые кочевники, которые уже прожили здесь несколько месяцев и ничего не сделали по налогам. Они не знают. Друзья, сегодня поговорим о резиденциях, по которым можно получить вид на жительство в Испании, о новых способах, о модных резиденциях, если можно так сказать. И об этом нам сегодня расскажет Наталья из компании Spain Relocate. Привет, Наташа. Пожалуйста, в прошлый раз мы разговаривали с тобой вот на прошлой темы, и люди много задали вопросов. Я их немножко объединил, я просто хочу попросить, большую часть вопросов задавали на мой WhatsApp. Вот. Лучше все-таки, для продвижения видео, лучше их задавать в комментариях к видео. Опять же, если вы не стесняетесь, что вас видели ваш вопрос, конечно. Если вы как-то хотите более индивидуально, да, можно, кстати говоря, Наталье позвонить, ссылка будет в описании. Позвонить ей, написать и уже ей лично задать вопрос. Либо вот в комментариях. Вот такие вопросы задали. Наташ, во-первых, давай просто напомним людям о проекте, о вашем проекте Spain Relocate. В общем, да, наш проект называется Spain Relocate. Мы предоставляем юридические услуги, различные юридические услуги, в том числе услуги по иммиграции. Является тоже одной из основных наших сфер деятельности. Я работаю вместе с адвокатами, в команде с адвокатами, в основном с адвокатом, его зовут Давид. На прошлой неделе ты посещал наш офис. Вот, надеюсь, тебе у нас понравилось. Кофе было вкусное. Мы не подаем кофе. Что это было? Не знаю. Вот, и, в общем, я работаю вместе с Давидом, адвокат, которому я доверяю. У него огромный опыт работы в различных сферах, в том числе в иммиграционных вопросах. И он также долгое время работал, недолгое время, но какое-то время работал в нотариусе, поэтому понимает хорошо очень. Подожди, как в нотариусе? Он работал в начале своей карьеры в нотариусе и понимает какую-то... В нотариальной конторе? Да, и понимает специфику очень хорошо сделок по недвижимости. Вот, и также является, как это называется по-испански, асессор jurídico de las empresas, то есть он занимается тем, что часто компании обращаются с какими-то вопросами именно, чтобы вести компании с юридической точки зрения. Trabajo es el estudios, pidiéndolo desde aquí, eso lo que supone es un vacío práctico y un vacío legal dentro de la ley. Entonces son absolutamente nuevos métodos de obtener la residencia en España que no se tiene práctica sobre ellos.
¿vale? Entonces, para mí no es tan ponderable como los visados en las residencias, que siempre han sido así, a través de consulado y de visado. Ну, один из, ну, такой общий вопрос, был он задан по-разному. Какие резиденции можно запросить на территории Испании? Ну, давай поговорим сначала о первоначальных резиденциях, которые можно запросить на территории Испании. Именно речь пойдет не о продлении, если вы уже живете в Испании, а именно о первоначальных резиденциях. Основные резиденции, которые можно запросить здесь, на территории Испании, это студенческая виза. Это не является резиденцией, это является временным пребыванием, чуть позже объясню. Студенческая виза – это не резиденция? Студенческая виза – это не резиденция, это временное пребывание. Временное пребывание и резиденция – это два разных статуса. Резиденция по факту статусом выше, больше возможностей модификаций. Также резиденция учитывается в гражданство, временное пребывание не учитывается в гражданство. Вот то есть это не засчитывается для гражданского? Нет, для гражданства Нет, не засчитывается. То есть вы можете по студенческой визе тут несколько лет прожить, и вам не засчитается. Единственное, вам засчитается в Ларгу, ну, то есть в эту карточку пятилетнюю, но только в размере 50%. То есть вы прожили 5 лет по студенческой визе, вам засчитается 2,5 года. Получается не так, что вот я слышал, надо прожить просто в Испании легально 10 лет. Что ты можешь подтвердить? Ты же когда учишься, ты подтверждаешь, что ты здесь находился? Легально? Или Нет. это не засчитается? Нет, должна быть резиденция. Должна Именно быть вот резиденция. Поэтому всегда предупреждаем наших клиентов, что есть разница в статусе. Вот такие маленькие детали, видишь как? Да, поэтому как бы, когда вы приезжаете по студенческой визе, это как бы один статус. Когда вы приезжаете, допустим, по ВНЖ без права на работу, вы получаете другой статус. В общем, по поводу резиденций, которых можно запросить тут, в основном, да, это студенческая виза, это ВНЖ цифрового кочевника, тоже достаточно недавно вышел закон об этой резиденции, с которой возникает очень много вопросов, и ВНЖ инвестора, и также еще принято называть золотая виза. В законе она называется ВНЖ инвестором. И также есть еще стартап-виза, но я не могу сказать, что она является очень популярной, но также, да, существует такая возможность запросить стартап. Я просто хочу остановиться. Ты сказала про ВНЖ кочевника, цифрового кочевника. Я очень часто слышу, вот вокруг меня что-то говорят люди, и говорят, да там вот есть, опять же, решалы-помогалы, да, типа всяких людей, которые себя называют адвокатами. Я вот 1000 раз про этого человека говорил, не хочу объяснять, называть его фамилию. Ну, в общем, мои зрители знают. И эти люди обещают, там, приноси мне 2 бумажки, и я тебе сделаю эту визу цифрового кочевника. И мне все время кажется, что как-то это, в общем, звучит, знаешь, такой, что у тебя, аппендицит? Да приходи, я сейчас нож доточу и тебе, типа, вырежу аппендицит. Как-то вот так выглядит. Да, ВНЖ цифрового кочевника. Дело в том, что ВНЖ цифрового кочевника подается через специальную организацию Unidades de Grandes Empresas, УХА, сокращенно мы называем, то есть не через экстранхерию, как, например, студенческая виза. И этот специальный как бы орган был создан для того, чтобы привлекать в страну высококвалифицированных специалистов, какие-то инвестиции и так далее и тому подобное. То есть это организация, которая достаточно сильно контролирует выполнение каких-то норм и так далее. И что касается, мы тоже столкнулись, что много приходят к нам на консультации уже цифровые кочевники с резиденциями, изначально которые запросили резиденцию и там подрисовали, подделали документы. Это вот тоже я очень часто, извини, перебиваю, очень часто слышу, что вот кто решал, помогал, говорят, кто здесь ничего не будут проверять, давай, что ты фотошоп не знаешь, я тебе сделаю, фотошоп приноси мне, у меня есть эти бланки, я там нафотошоплю тебе, и все нормально, никто проверять не будет. Вот это я тоже 1000 раз слышу. Действительно, российские документы, им достаточно сложно проверить, и действует ли действительно и существует такая организация, в которой вы работаете и так далее. Это сложно, но что касается проверки потом,
Есть такая в нашей практике, бывали такие ситуации в нашей практике. Клиентам с действующей резиденцией запрашивали административный орган определенную информацию, то есть повторную информацию. Это может случиться через год и через 2 года уже с действующей резиденцией. Это называется requerimento de información previa. И то есть, если административный орган, в данном случае это может быть организация УХА, через которую подаются ВНЖ цифрового кочевника, они могут запросить у вас повторно предоставить документы. И если вы не сможете предоставить эти документы, то, соответственно, это повлечет за собой прекращение вашей резиденции. Такие случаи случались в нашей практике. И я не говорю сейчас именно про цифрового кочевника, потому что это достаточно новый тип визы, но по другим действительно такое существует. То есть не надо думать, что административный... Если вроде сразу прошло, значит, все, отлично. А представляете, вот как может быть такое? Ты подал, тебе выдали резиденцию на год, ты думаешь, ништяк, да, дураки испанцы там, а я на фотошопе нарисовал. Получаешь там Largo Duración, например, да, уже ПМЖ, все, там уже готовишь документы на это. И в какой-то момент где-то они спрашивают подтверждение вот этого документа, чего-то там. И все, и ты теряешь все эти годы и никогда уже не получишь, потому что ты там будешь, наверное, помечен там фальшивомонетчик там, да, какой-нибудь? Да, если в таком случае, если, допустим, узнают о том, что вы какие-то мошеннические действия совершили по документам и так далее, вы можете лишиться права пребывания в Евросоюзе в течение 5 лет. То есть не надо думать, что административные органы в Испании, они все дураки, нет. Они не дураки, и они могут проверить информацию, и контроль достаточно серьезный, поэтому надо быть очень аккуратными. Вот такой вопрос. Люди говорят, в последнее время многие жалуются, что экстранхерия принимает решение очень долго. Вот как твое мнение? Почему? С чем это связано? С чем-то? Экстранхерия – это как отдел по работе с иностранцами. Да, действительно, такая ситуация сложилась не только в Аликанте, а во многих регионах. Если по первоначальным резиденциям принимают решение, заявлено в законе до 3 месяцев, то сейчас уже ожидания по некоторым решениям, особенно по Арайго, по оседлости, превысили 6 месяцев. Это огромный срок. И такая ситуация, мы разговаривали с генеральным секретарем Subdelegación de Gobierno, и у нас была встреча, также мы писали жалобу по этому поводу. В общем, ситуация объясняется тем, что во-первых, выпустили изменения в законе в июле прошлого года. И, соответственно, много вопросов возникло по поводу этого закона, много противоречий возникает. И, соответственно, многие подают заявку, не одну. То есть, соответственно, получилось так, что огромное количество заявлений на рассмотрение, гораздо больше, чем вот в другое время было. И, соответственно, экстранхерия не справляется, плюс часть сотрудников уволили недавно и сейчас заново наняли. Вот. Надеюсь, что эта ситуация в ближайшее время решится и будет полегче. Но вот все-таки новый закон в первую очередь повлиял. Точнее, не новый закон, а модификация закона. А модификация – это что? Модифицировали некоторые вопросы. Это вот в каком месяце уже? В июле 22 года. В июле этого года, да? 22-го. 22-го года. А мы 23-м сейчас, да? Да, мы в 23-м году. Но это не только с этим связано, говорю, также то, что количество работников сократилось,
И вот буквально где-то, не знаю, 3 недели, 4 недели назад наняли новых сотрудников, но опять же, пока не научатся, И пока их опять пока не разберутся, в общем, пока ждем. Вот вопрос, опять же, вот несколько было вопросов про студенческую визу, но вот просто объясни все про студенческую визу. Чем она отличается от резиденции, ты уже сказала. Да, я сказала, что это временное пребывание является, это не резиденция. Запросить можно на территории Испании. Это, наверное, основной плюс студенческой резиденции. Как ее часто продают, эту резиденцию, что это дешевый способ переехать в Испанию, быстрый и дешевый. Я скажу, что это не так, что это не дешевый способ переехать, потому что в основном все, кто переезжают сюда изначально, не зная испанского, куда можно пойти, только на курсы испанского языка. То есть считайте, 100 евро в месяц минимум будет стоить обучение, 100 евро в неделю. 100 евро в неделю. 100 евро в неделю. А вам нужно взять несколько месяцев минимум. Да, и потом продлеваться уже. Поэтому это не дешевый способ переезда. К нам очень много приходит людей на консультации сейчас, которые переехали таким образом. Это семьи с детьми. Это уже достаточно пожилые пары. И действительно, допустим, ну вот представь, семья, двое взрослых, да, там мама, папа работает удаленно, 2 детей маленьких, дети учатся в школе, допустим. Мама сидит постоянно с детьми, которые постоянно болеют. Как думаешь, легко учиться полный день? Практически невозможно, сложно, да. Сейчас еще обязали сдавать экзамен DELE. Это официальный языковой экзамен по испанскому языку. В принципе, если вы учились несколько месяцев на курсах, даже с нуля сдать на уровень А2 вполне возможно. Не думаю, что это очень сложно. Но, опять же, нужно занятия посещать. Многие думают, что вот они приедут и не будут посещать занятия. Лишь бы была справка. Да, но вопрос возникает в продлении, потому что вот многие клиенты, которые к нам приходят, мы понимаем, что они изначально могли оформить другой тип резиденции. У них была такая возможность. Более оптимально другой вообще-то. Да, более оптимальная возможность, например, оформить... А там помогала, им научили. Помогала, приезжайте, все оформим без проблем. Лучшая резиденция, что на самом деле просто нужно думать о будущем, о продлении. Мы всегда своих клиентов... Я не говорю, что это плохой способ переезда. Для кого-то он единственный, для кого-то недоступен. Надо смотреть, кого-то оптимальный такой, а кому-то не подходит. Просто, как ты говоришь, там дети, никак. Да, для кого-то было бы, конечно, лучше ВНЖ без права на работу, и многие клиенты, которые нам приходят, я вижу, что у них была такая возможность оформить ВНЖ без права на работу, у них была тут недвижимость и так далее, и тому подобное, и возможность положить денежные средства на счет, чтобы показать. А в итоге приезжают по студенческой визе и потом не понимают, как продлеваться, потому что учиться 2-й, 3-й год на этих дорогих курсах, естественно, уже никто не хочет. А вот, слушай, вот мы говорим, студенческая виза – это про курсы, ты сказала. А если человек поступил в университет, учится в университете, он студент не курсов, а университета, есть какая-то разница, преимущество? Да, конечно, преимущество есть. Во-первых, если вы являетесь студентом университета, то есть… Государственного, да? Или это не так важно? Нет, это не так важно. Это должны быть, как сказано в законе, студиус супериорес, то есть высшее образование. То есть это может быть града, бакалавр, это может быть магистратура, мастер, это может быть доктората, докторская степень. То есть, соответственно, это должно быть именно высшее образование. И вот в связи с модификацией в законе теперь автоматически со студенческой визой, если вы запрашиваете под университет,
вам дают право на работу на 30 часов, что очень хорошо для студентов. И я знаю много таких случаев, когда приезжают в Испанию и учатся в университетах, и уже находят себе сразу параллельно работу или практику на 30 часов, и потом, естественно, им уже проще добиться контракта от компании. Уже познакомились, конечно, есть контакт с работодателем, уже тебя знают. Да, и, соответственно, студенты университетов, они имеют право, например, запросить еще такой тип резиденции, уже именно резиденция Búsqueda de Empleo. Это ВНЖ по поиску работы. Существует, в принципе, насколько я знаю, во всех почти европейских странах. То есть вам дают на год резиденцию и с правом модифицировать ее в рабочую визу. Как под собственный какой-то бизнес-проект, так и как найти контракт и работать на какую-то компанию. То есть, получается, студенты после года пребывания по студенческой уже могут получить резиденцию. Также есть возможность запросить резиденцию под практики, под стажировки. И эта возможность есть только у студентов университета. Вот, Наташа, есть такое мнение, тоже говорят, что какие-то даже примеры люди приводили, что вот я приехал в Испанию на курсы, вот, получил вот эту вот визу студента на курсы языковые, и через год уже можно попросить резиденцию рабочую. Вот это правда? И это можно такое сделать? Ну, смотри, я, в принципе, тоже постоянно слышу это, и клиенты приходят с такими убеждениями, и в соцсетях это обширно обсуждается. Я скажу так, и мы видим это скорее невозможным, чем возможным, потому что если смотреть именно закон, да, закон был модифицирован, внесли изменения в статью 199, и что после, теперь неважно, какой срок вы пребываете, после обучения вы можете модифицировать студенческую визу сразу в резиденцию с правом на работу. Но, опять же, если смотреть закон, во-первых, сказано «podrá ser autorizada». Когда в законе идет «podrá», то есть «может», это не значит, что это что-то, да, это остается на усмотрение административного органа. Возможно, да, возможно, нет. Да, кроме того, смотря как интерпретировать закон, опять же, в законе говорится, что если вы получаете титул или сертификат об окончании обучения. Можно ли и курсы испанского рассматривать как титул? Однозначно нет. Титул вы получаете в университете. Сертификат об окончании обучения курсов испанского тоже сложно его рассматривать таким образом, что это сертификат об окончании. Экзамен Дели, сертификат об окончании курса, это тоже не сертификат об окончании курса. Ну, допустим, если даже мы рассматриваем в законе, что курсы испанского выдают вам сертификат. Идем дальше. Дополнительные условия, которые нужно выполнить, чтобы получить разрешение на работу. Это должна быть работа, которая соответствует какой-то вашей профессии или специальности. Если вы запрашиваете право на работу por cuenta ajena, на кого-то. Да, на кого-то. Ну, то есть теоретически можно по-разному интерпретировать этот закон, но я пока на практике не встречала никого, кто после курсов испанского, не зная испанского, например, нашел тут работу. Может быть, если это какой-то высококвалифицированный специалист, который приезжает, год учится на курсах испанского, и потом, например, возьмем, да, самый такой популярный пример, программист, да, которому не нужно подтверждать тут титул, то есть не юрист, например, который, да, там юриспруденция другой страны не имеет никакого отношения к испанской, а, например, программист. И вот он через год находит работу, контракт, предоставляет все
все документы, тогда да, можно попробовать модифицировать. Но вот строить иллюзии по поводу того, что через год курсов испанского вы найдете здесь легко работу и модифицируете в разрешение с правом на работу, я бы не стала. И мы своим клиентам как бы, да, ну, мы говорим правду, мы не можем строить их переезд на каких-то иллюзиях. Мы этим не занимаемся. Да, возможно, нет. Ну как? Ну, как это сейчас продают в интернете, просто часто вижу, ой, там легко, приезжаете, модифицируете через год правом на работу, как хотите. Хотите на себя, хотите на кого-то, но... Ну, если у вас есть такой счастливчик, который получил после года испанского здесь, да, модификацию под разрешение на работу, пожалуйста, напишите мне будет интересно послушать ваш опыт, но мы видим это маловероятным. Мягко говоря, маловероятно. Ну да, студент вуза – это совсем другой разговор. Как я сказала, они имеют преимущество, соответственно, они получают титул, они получают профессию определенную, и тогда в законе они соответствуют вот этим нормам однозначно, чтобы получить сразу модификацию в резиденцию с правом на работу, но, опять же, при условии, что они найдут этого работодателя, который будет готов предоставить им полный... Вот эти маленькие они нюансы, вроде эти вот люди, которые обещают, они об этих нюансах не говорят, не предупреждают. Они говорят, ну вот видите, вот в законе вроде как есть, а немножко просчитать, как дальше, чтобы выполнить это, они не говорят. Теоретически возможно, да, теоретически есть такая возможность, но мы видим это маловероятным, если речь идет о курсах испанского языка. Следующий вопрос по визе ВНЖ цифрового кочевника, которую вот совсем недавно ее ввели. И много очень вопросов по ней таких. Ну, я хочу тебе вообще задать вот общее. Вот что подробнее, кому это подходит, и вот спросили, нужно ли платить налоги. Правда это или нет? Да, это одни из самых популярных вопросов, особенно про налоги. Ну, смотри, во-первых, виза ВНЖ. Это ВНЖ, это резиденция цифрового кочевника. Она имеет ряд преимуществ, ее рассматривают достаточно быстро, заявлено до 20 рабочих дней, потому что это идет через организацию, это УХЭ, Unidades de Grandes Empresas, и эта организация, она, в принципе, все заявления рассматривает до 20 рабочих дней, хотя тоже случаются задержки, но не такие, как в случае с экстранхерией. В общем, эта виза предназначена для тех, кто работает удаленно на любую другую страну. Какую именно страну в законе не указано. Это должна быть не Испания, на любую другую страну, которая находится за пределами Испании. И, соответственно, то есть, ну, человек должен выполнять работу удаленно через телематические средства. Ну, то есть понятно. Просто удаленный работник, часто это очень, опять же, программисты претендуют на этот тип ВНЖ. То есть это должна быть какая-то профессия все-таки, которая связана с выполнением удаленной работы. То есть это не должен быть идеи. Генеральный директор компании, например, который выполняет... А генеральный директор не может удаленно? Слушай, по-моему, самое логичное, если у тебя компания там в каком-нибудь условном Камбодже, а я хочу жить в Испании, а я генеральный директор и управляю отсюда. Ну, ты должен документы там подписывать, ты должен находиться... Телематически могу? Нет, должна быть какая-то все-таки профессия, не только генеральный директор. Вот и генеральный директор, и по совместительству еще ты выполняешь какую-то функцию в этой компании по своей специальности, по своему диплому. Ты знаешь, я про что говорю? Вот видишь, получается, вот то, что сейчас мы начали разговаривать, и, скорее всего, генеральному директору подойдет уже опять более оптимальная, да, другая резиденция, уже не как удаленного работника, там, скажем, но, возможно, виза-инвестор, ну, например. Да, опять же, да, зависит от финансов, но, опять же, ты меня спросил про налоги, вот здесь начинается самое интересное, потому что многие, опять же, у нас берут консультации, приходят к нам цифровые кочевники, которые уже прожили здесь несколько месяцев и ничего не сделали по налогам.
они не знают ничего по налогам, и нас это очень сильно удивляет, потому что если вы обращаетесь к специалисту, и кто обращается к нам за ВНЖ цифрового кочевника, они не остаются самостоятельно разбираться со своими налогами, потому что мы прекрасно понимаем, что это... Вы помогаете? Конечно, мы своих клиентов сопровождаем от как бы от начала до конца. Поэтому к нам приходят кочевники, которые получили резиденцию уже, но про налоги ничего не знают. Пробыли здесь несколько месяцев и не знают, что нужно, оказывается, было зарегистрироваться в налоговой как налогоплательщик, что нужно подавать декларации и так далее и тому подобное. То есть здесь вот виза ВНЖ цифрового кочевника, поэтому для многих не самый лучший вариант, потому что нужно платить налоги. Плюс виза ВНЖ вам дается на 3 года сразу. И, соответственно, если какое-то изменение в работе, то есть ты работаешь, например, в одной компании, ты под нее получила резиденцию, ты хочешь поменять на другую компанию, которая находится за пределами тоже Испании, ты должен об этом сообщить в эту организацию, через которую ты запрашивала резиденцию. То есть ты должен модифицировать, по идее, свое ВНЖ. То есть за 3 года может случиться все, что угодно, но каждое изменение вы должны о нем сообщать. Соответственно, если вы не сообщите о каком-то изменении, ранее я говорила, что, например, может случиться. Вот. Плюс вы должны, чтобы продлиться, выполнить все налоговые обязательства. И все это нужно понимать, и клиенты должны быть проинформированы. Хорошо. Цифровой кочевник получил резиденцию, да? Сколько времени он может... Вообще, может человек уехать там в другую страну и где-то находиться в другой стране? Или он обязан вот какое-то время определенное находиться в Испании, потому что если нет, ему не продлят, или нет такого? Да, цифровой кочевник, как и по любому виду резиденции, она поэтому называется резиденция, не должен отсутствовать более 6 месяцев. Считайте 180 дней. 180 дней. В году, в календарном году. Единственный вид резиденции, про который такое не говорится, это ВНЖ инвестора. То есть, соответственно, ВНЖ инвестора, опять же, часто слышу, что про эту резиденцию говорят, что вы оформляете и на 3 года получаете ВНЖ инвестора, и больше не нужно находиться в стране, можете вообще не приезжать. Это тоже не так. В законе сказано, что вы должны находиться достаточное количество времени. Достаточное. Сколько именно, не уточняется. Размыто все. Подразумеваем, что это может быть больше 6 месяцев, как с другими резиденциями, но опять же вы хотя бы на какие-то праздники, не знаю, на летние каникулы и так далее должны сюда приезжать, чтобы у вас была возможность продлиться. Для этого получают, в общем, резиденции. Для того, чтобы находиться в Испании, не для того, чтобы находиться за пределами Испании. Если человек получил вот эту визу цифрового кочевника, а у него семья, может он рассчитывать легализовать семью свою? Да, конечно, только экономические критерии тогда увеличиваются. То есть, если на одного человека нужно показать где-то приблизительно, говорю, все приблизительно, 2500 евро, что вы зарабатываете в месяц, то на семью... На испанский счет? Нет, не на испанский счет. Неважно. Про методы, как показать, это отдельная тема. Если это семья из 3 человек, например, папа, мама, ребенок, то это 3700, советуем округлять до 4000 евро. Да, вы должны показать, что вы зарабатываете, что у вас есть возможность проживать на территории Испании. То есть экономические критерии по этой визе достаточно высокие, особенно когда присоединяются члены семьи. Ну да, это может быть супруга, это может быть гражданская супруга, это могут быть дети, в том числе совершенно... И гражданская супруга может быть, да? Законе... Неофициальная жена. Да. Pareja de hecho вообще.
То есть вот если подведем итог, виза цифрового кочевника, это стоит рассматривать ее вообще-то, потому что, ну, как бы есть много недостатков. Есть просто, понимаешь, я хочу сравнить с другими видами, да, вот, например, может проще и быстрее получить без права на работу, чем вот это новую вроде бы, да, и такую новую, новомодную вид на жительство? Или как ты считаешь? Или рассматривать это? Нет, в любом случае надо рассматривать. Это не плохой вид на жительство, это интересный вид на жительство в том плане, что достаточно много преимуществ. Это резиденция сразу на 3 года, то есть если все нормально с документами, вы работаете на ту же самую компанию, через 3 года вы продляетесь еще на 2 года, и через 5 лет пребывания здесь уже на территории Испании по резиденции вы можете получить 5-летнюю карту Евросоюза, то есть которая дает вам здесь право на работу и уже в принципе является постоянной вашей резиденцией. Преимущества есть. Опять же, запрашиваются здесь на территории Испании. Сейчас в связи с сложившейся ситуацией все-таки многие хотят переехать побыстрее и не могут ждать, например, допустим, ВНЖ без права на работу на территории России. Поэтому преимущества есть, но надо понимать все нюансы, все минусы о том, что вы становитесь налоговым резидентом, о том, что у вас появляются налоговые обязательства. Опять же, обязательства перед... Налоги платить, надо декларацию обязательно подавать. Да, и чтобы это было все правильно и грамотно оформлено, и чтобы вас грамотно потом сопровождали именно профессионалы. В этом плане обращайтесь к профессионалам. К этому мы призываем. Ну, правильно, потому что вот обычно как помогало, им же один раз надо взять деньги с человека. Они сделали, вроде резиденцию сделали, дали карточку, все, они деньги взяли, все, они умылись. А человеку потом эту резиденцию не обновят, потому что он не выполнил свое, потому что этот помогал и мне объяснил, что нужно выполнить обязательно. Вот про те же налоги, например, ты говоришь. Да, и так далее. И опять же, это может быть привести к худшим последствиям, как какие-то, например, штрафы и так далее. Поэтому тип резиденции интересный, рассматривайте, его надо обязательно. Подходит ли он всем? Нет, наверное, не подходит. Многие, кто приезжают сюда как цифровые кочевники, могли бы оформить ВНЖ без права на работу и работать также удаленно, но без обязательства зарегистрироваться в налоговой как налогоплательщик. Вот я про это тебе говорю. Значит, какие-то есть стороны привлекательные вот для того же программиста сделать без права на работу, да? Он же все равно, он работает здесь. Ну, видимо, какие-то, ты знаешь, какие-то есть какие-то маленькие нюансы, которые в будущем ему помогут обновляться, если он будет цифровым кочевником, а не без права на работу. Это вопрос от меня. Можно? Да. От меня. ВНЖ инвестора или как вот говорят золотая виза. Давай вот об этом поговорим. Люди, у которых заводы, пароходы есть, им добро пожаловать в Испанию. Вот. Кому это подходит и что нужно, в общем, какие способы есть, кому этот вид ВНЖ подходит в первую очередь? Я бы сказала, что этот вид ВНЖ подходит всем, кто действительно может себе его позволить. То есть, что я имею в виду, что нужно выполнить достаточно высокие экономические критерии. Если мы говорим о недвижимости, то сумма недвижимости должна быть от 500 тысяч евро в совокупности. То есть это может быть не одна квартира, это может быть, например, 2-3 квартиры. Если мы говорим о каких-то акциях, депозитах, то это от 1 миллиона евро. Если мы говорим о государственных облигациях, то это от 2 миллионов евро. Считается? Крипта, я думаю, в таком законе не прописано. Пока что нет. Слушай, а если вот и просто я тебе вот всякие вопросы задаю, которые меня, вот этот мне вопрос, если человек не покупает там 7 квартир там по 120 тысяч, а у него есть фирма испанская, он владелец фирмы, которая владеет вот этими всякими пароходами, это будет считаться?
Он владелец фирмы единоличной, SL. И на эту фирму записаны вот яхты-пароходы, заводы. Это сыграет роль? На этот вопрос мы можем ответить в следующем видео, потому что я проконсультируюсь с адвокатом, с Давидом, и мы с ним обсудим и тебе ответим. Я говорю, каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Очень много нюансов существует. На многие вопросы нельзя ответить однозначно, как правило. Ну да, это правильно. Это хорошо, когда человек вот так вот говорит, когда не говорит, вот это так, а вот это не так. На самом деле не все же черно-белое. Это можно, в этом случае можно так, но можно и чуть-чуть повернуть, и не получится получить. Это как, знаешь, мне иногда пишут клиенты. Знаете, я вот живу на территории Испании уже 5 лет, я могу сейчас что-то оформить, резиденцию какую-то. Ну, знаете, я не знаю. Нет, даже не надо резиденцию, просто я 5 лет живу в Испании, а я могу что-нибудь оформить. Точка. Вот это даже лучше вопрос. Ну, действительно, так иногда и пишут, то есть я не знаю, потому что существует огромное количество нюансов, я даже не понимаю, в каком статусе находится сейчас клиент, в каком статусе он находился до этого. Ты можешь сказать тоже можете. Но через 7,5 лет уже можно будет начинать получать резиденцию. Поэтому всегда говорим, приходите на консультацию, потому что на многие вопросы нет однозначного ответа. Ну, конечно. Надо каждую ситуацию рассматривать индивидуально, что подходит одному, не всегда подходит другому. Это логично, конечно. Наташа, вот такой вот вопрос. Я просто из моей жизни. У меня есть знакомые, которые приехали в Испанию, да, человек, люди обеспеченные, и начали покупать какую-то херню, грубо говоря, просто чтобы, они уже услышали вот эту сумму 500 тысяч, и вот они купили здесь ненужную какую-то квартирку, там что-то купили, какую-то землю, и здесь что-то, и вроде бы у них вот получилось 500 тысяч. И у этих, да, там что-то еще с этими было, с бумагами, с акциями связано тоже было. Я так не вникал. Вот. Этот человек получил резиденцию изначально, а потом в продлении ему отказали. Причем обеспеченный человек, который нормально может себе позволить. Ему насоветовали вот такие вот решалы-помогалы. И я хочу сказать, нужно ли обращаться вот к профессионалу сначала до инвестиций. Потому что вот теперь человек просто, наверное, как-то вырулит, но человек уже потратил на всякую херню 500 тысяч, плюс какие-то акции. А мог бы сразу к вам обратиться? Возможно же такое. Вы сказали, вот это покупай, а это не нужно по таким-то причинам. Да, в этом-то и дело, что мы всегда клиентов по любому типу резиденции, и в том числе по золотой визе, рекомендуем к нам обращаться, когда они еще только планируют свой переезд, какие-то покупки, потому что касается ВНЖ-инвестора, то есть вы вкладываете достаточно большую сумму денег в Испанию. Если вы ее вкладываете, и ваша цель только для того, чтобы получить резиденцию здесь, на территории Испании, в любом случае нужно подойти с умом к этой покупке, потому что предварительно все-таки, если вы обратитесь к нам, вы выбираете, например, недвижимость, которая вам нравится, нужно посмотреть, опять же, стоимость этой недвижимости, не рыночную стоимость, а ту, которую вам продают, а ее реальную стоимость, потому что есть определенные показатели, по которым можно оценить реальную стоимость недвижимости. Поэтому, соответственно, если вы покупаете, стоимость недвижимости вашей не соответствует той стоимости, за которую вы покупаете, это создает определенные риски. Поэтому нужно обращаться до покупки, до инвестиций. Это как опять про помогал. Помогал скажет, вот там квартира, на рыночной стоимости у нее, там, скажем, 150, но тебе же нужно набрать, давай мы тебе ее за 250 продадим. Прям будет в контракте 250. Тебе же надо это. Вот такие помогалы тоже есть. Такой, да. И, естественно, это не прокатит же, правильно? Это же будут смотреть, проверять. Вы еще там налог заплатите там огромный, с 250. И это не будет считаться, как вы вложили в экономику Испании 250.
Да, потому что они будут тоже смотреть стоимость квартиры не за сколько вы купили, а ее реальную стоимость. Есть налоговая стоимость, есть кадастровая стоимость, и там существует огромное количество нюансов. И она не может быть огромная разница между этим. Не должна быть огромная разница между двумя этими стоимостями. Да, и еще, но на самом деле это не только этот момент, есть еще другие моменты, как, например, должна оценить личную ситуацию клиента. У нас были такие ситуации, когда уже из агентств недвижимости всякие асессоры к нам приходили и говорили: вот у нас отказ в золотой визе, помогите, пожалуйста. Этот отказ случился по каким-то личным причинам заявителя, не потому что неправильно было. Дело даже не в этом. Дело в том, что у человека может быть какой-то судебный процесс происходит. В своей стране? Да, в своей стране. И так далее. Ну, много существует нюансов. То есть, соответственно, поэтому на консультации с клиентами мы обязательно обсуждаем все моменты. Знаешь, очень интересно на консультации наблюдать, что часто люди приходят, и ты им говоришь, начинаешь их спрашивать. Откуда деньги? Откуда деньги? Какая ваша? Да, они так и реагируют. А документы можешь показать? Документы. Ну, то есть они думают, что мы спрашиваем их ради своего любопытства. Вот вдруг ты научишься и сама начнешь так зарабатывать? Вот поймите, что мы все спрашиваем не ради нашего любопытства. Все играет роль. Все играет роль. Иногда спрашивают: а вы женаты, а дети у вас есть? И он некоторые сразу: напрягаются. Ты что мне предлагаешь? И многие напрягаются. Ну, действительно, а почему вы меня спрашиваете, какой у меня паспорт? Ну, то есть все играет какое-то значение. Мы не хотим на консультации дать неправильную информацию клиента, потому что выяснится потом, что он, оказывается, нам сам не дал правильную информацию, не захотел что-то рассказывать. Адвокату, как священнику, нужно идти и рассказывать всю правду, чтобы мы нашли правильный путь и правильное решение для вас. Наташа, большое спасибо тебе за сегодняшнее твое время. Если у людей появятся какие-то вопросы, пожалуйста, общие вопросы в комментариях, либо тогда будет в описании сайт Spain Relocate. Ну, ты наконец-то запомнил название нашей компании. Spain Relocate и Relocate Spain. Spain Relocate. Уже зададите уже ей и Наталье с адвокатами своими это Да, мы с решится. Давидом ваши вопросы обсудим и можем ответить вам, что-то обсудить в следующем видео. И знаешь, я подумала, что можем в следующем видео также рассказать, мы много раз упоминали сегодня про Анонс. Да, ВНЖ без права на работу, но лукратива. Да. Нет, мы много сегодня этих ты не стала говорить вот про бизнес, там некоторые вещи про сколько денег, про какая разница. Вот остановимся. Давай на этих темах. ВНЖ без права на работу обсудим, потому что мы считаем, что это один из лучших типов резиденции, который дает огромные наиболее возможности, наиболее оптимальный, поэтому обсудим все нюансы в следующем видео. Все.